Сегодня мы с вами поговорим об одной очень сложной проблеме, с которой встречаются трейдеры, когда размечают структуру. Это перенос точек. На самом деле проблема состоит всего лишь из двух правил, но почему-то люди не хотят их воспринимать. Сегодня мы их разжуем, разберем, покажем много раз на примерах для того, чтобы вы в будущем, когда встречаетесь с данными ситуациями, спокойно к ним относились. На самом деле ситуации имеют под собой одну и ту же логику. Разберем первую причину, это перенос верхней точки при условии, когда IDM равен нижней точке. Смотрите, у нас с вами есть босс, цена пробивает его полнотело, и мы, когда рисуем структуру, мы обязаны себя спросить, где у нас сейчас IDM. Мы находим IDM, отмечаем его, и теперь следующим логичным вопросом у нас будет, а является ли IDM нижней точкой? В данном случае, для того, чтобы ответить на данный вопрос, нам нужно взять предыдущую верхнюю точку, она у нас находится вот здесь, и взять ту свечу, которую цена пробила полнотело. В данном случае это вот эта вот зеленая свеча. И в этом диапазоне от данной свечи до данной свечи нам нужно найти самое нижнее место, самую нижнюю свечу, самую нижнюю точку. В данном случае лой черной свечи будет являться нижней точкой. Теперь мы должны ответить на наш вопрос, является ли IDM нижней точкой. Ответ – да, является, то есть является самым нижним местом. Именно в этом случае мы не имеем права вот на это место поставить нижнюю точку. Если мы не имеем права на это место поставить нижнюю точку, соответственно, в данном случае у нас структура предыдущая продолжается, и мы пока просто ждем, что будет дальше. Отсюда у нас два варианта развития событий. Первый вариант – мы спускаемся ниже, делаем правильный откат, после чего поднимаемся выше, обновляем данную хай. И что в этом случае мы обязаны сделать? Как только мы пробиваем данную свечу, мы видим с вами следующую зеленую, понятно, что скорее всего зеленая свеча, хотя на самом деле неважно, каким образом мы пробиваем данное движение. Если вы не понимаете, как переносить IDM, обязательно посмотрите видео, которое будет закреплено. Мы обязаны после того, как обновили хай вот этой вот зеленой свечи, перенести IDM. Если мы перенесли IDM, мы снова задаем себе вопрос, является ли IDM нижней точкой. В каком диапазоне мы будем его смотреть? На самом деле диапазон не изменился, правило поиска нижней точки у нас одинаково. В данном случае IDM не равняется нижней точке, и если он не равняется нижней точке, мы обязаны поставить нижнюю точку. Отлично. Это первый вариант, который мог случиться после того, как у нас был IDM внизу. Но есть еще один вариант, который как раз и говорит о том, что мы перенесем нижнюю точку. Это вариант того, что цена после того, как сделал наш босс, пойдет сразу же вниз. И если цена после того, как сделала босс, нарисует какую-нибудь такую историю, на самом деле неважно какую, и хотя бы на 1 пипс окажется ниже нашего IDM, в данном случае и случается ситуация, по которой мы обязаны перенести верхнюю точку отсюда на самую верхнюю свечу, которая у нас есть на графике. В данном случае это вот эта свеча, и мы в таком формате переносим верхнюю точку. Как же это будет выглядеть в нисходящем тренде? Ничего не поменялось, все точно так же. Единственное, свечи я перекрашивать не буду, а в остальном все так же. У нас идет нисходящий тренд, мы делаем босс, цена пробивает полнотело, и как только цена пробивает полнотело наш босс, мы обязаны с вами найти IDM. Первый правильный откат от хая данной свечи влево-вверх находится вот здесь. В данном случае мы задаем себе вопрос, является ли IDM нашей верхней точкой? Ответ – да. IDM равняется верхней точке. Соответственно, никакую верхнюю точку сюда мы поставить не можем. Запомните, при боссе мы никогда не можем поставить точку в место, где стоит IDM. Это возможно только при чёче. И то в одном условии. Соответственно, мы не имеем права поставить сюда точку, ждем дальше. Отсюда два варианта развития событий. Либо мы спускаемся вниз, делаем хотя бы каким-нибудь образом пробой данной свечи, но при этом рисуем правильный откат. После этого переносим IDM, и тогда мы, счастливые, довольные, ставим верхнюю точку. В таком случае переноса точек не будет. Но есть второй вариант развития событий, когда после вот этих свечей мы можем, кстати, даже еще пойти без правильных откатов, сделать движение вверх, и спускаемся вниз, да, то мы с вами забираем IDM, и в этом случае обязаны перенести нижнюю точку отсюда на самую нижнюю свечу. Соответственно,
правило переноса при боссе выглядит таким образом. Также я вам напоминаю, что у нас есть телеграм-канал, в котором постоянно проводятся квизы по данным темам. Дополнительно есть утренние разборы, на которых мы разрисовываем структуру ежедневно по нескольким инструментам. Обязательно присоединяйтесь. Итак, теорию посмотрели, сейчас давайте посмотрим, как это происходит на практике. В данном случае у нас есть верхняя точка, которую мы пробиваем полнотело. Мы видим с вами полнотелый пробой с учетом внутренних баров, и даже если бы здесь не было полнотелых пробоев, мы явно видим, что есть пробой здесь и здесь, да, то есть полнотелый пробой босса свершился 100%. Если у нас произошел полнотелый босс, наша задача взять верхнюю точку, взять свечу, которая у нас ее пробила полнотело, и определить первоначально IDM. Для этого нам нужно взять лой данной свечи и от лоя влево-вниз пойти найти IDM. IDM будет находиться на данном уровне. Когда мы нашли IDM, мы должны задать себе вопрос, является ли IDM нашей нижней точкой. В данном случае в диапазоне от верхней и свечи, которая ее пробила полнотело, нижняя точка находится у нас здесь. А чем будет являться данный уровень? Он у нас будет IDM, но при этом же и потенциальной нижней точкой. В данном случае у нас два варианта развития событий. Либо мы движемся вверх, да, делаем новый правильный откат. Например, если бы вот график у нас выглядел вот так, вот от этой зеленой свечи мы пошли просто вверх, то мы бы с вами перенесли IDM вот сюда, и, соответственно, что мы должны были сделать? Поставить снизу точку. Поставить нижнюю точку. Но график решил по-другому. Мы обновились выше, и мы не можем с вами перенести IDM. Нету больше правильных откатов. После чего что мы видим? Мы видим, что вот эта вот свеча забирает наш IDM. Если же свеча забрала наш IDM, наша задача перенести верхнюю точку. Мы берем отсюда, переносим ее на следующий самый высокий хай в данном диапазоне. В диапазоне между предыдущей верхней точкой и свечой, которая, получается, забирает нашу потенциальную нижнюю точку. Сюда мы переносим верхнюю точку. Точно такая же история у нас с вами происходит и в нисходящем движении. У нас с вами есть босс, мы находим IDM, задаем себе вопрос, является ли IDM нашей верхней точкой, получаем ответ. Да, является, соответственно, мы сюда верхнюю точку поставить не можем. Если мы не можем поставить верхнюю точку, мы обязаны ждать, что будет дальше. Поскольку дальше у нас не появляется правильных откатов, мы не можем перенести IDM. И как только мы эту точку забираем, мы обязаны перенести нашу нижнюю точку. Вот сюда. Итак, мы с вами разобрались с правилом переноса при образовании IDM. Также у нас есть еще одно правило, когда у нас цена не делает полнотелый пробой. В данном случае у нас происходит пересвип. И когда мы с вами делаем пересвип, когда мы видим, что цена на графике сделала пересвип, отсюда у нас точно так же появляются два варианта развития событий. Первый вариант довольно простой, думаю, что вы спокойно его уже знаете. Это вариант после того, как у нас цена делает правильный откат, поднимается выше, и у нас рисуется какая-нибудь полнотелая свеча. Если у нас рисуется какая-нибудь полнотелая свеча, то есть будет вот такого вот формата движения, важный момент, что мы сделали правильный откат, после чего мы сделали, соответственно, полнотелый пробой. Если мы сделали полнотелый пробой, наша задача снова найти IDM от места, где мы сделали полнотелый пробой, и после этого задать себе вопрос, является ли наш IDM нижней точкой. Чтобы найти диапазон, в котором мы будем искать нижнюю точку, нам нужно взять предыдущую верхнюю точку и ту свечу, которая сделала полнотелый пробой. И в этом диапазоне найти самое-самое-самое нижнее место. Самое нижнее место будет вот эта черная свеча. Соответственно, сюда мы поставим нижнюю точку. При данном условии у нас никакого переноса точек быть не может. Соответственно, это стандартный сценарий, который у нас происходит при полнотелом пробое. То есть он не сразу происходит, мы сразу делаем пересвип, но потом у нас происходит полнотелый пробой. Также у нас может с вами быть следующий вариант развития, когда после того, как мы сделали пересвип, мы с вами пошли и спустились вниз. И здесь включается правило переноса верхней точки. Что очень важно? Очень важно, чтобы после того, как мы пошли и спустились вниз, мы забрали вот этот лой. А чем является данный лой? На самом деле данный лой является потенциальной нижней точкой. Помните, когда я приводил пример, что мы пойдем, сделаем правильный откат, пойдем вверх, то мы вот сюда поставим нижнюю точку. И если после пересвипа, то есть вот так вот звучит правило, если после пересвипа босса мы спускаемся вниз и забираем нашу
потенциальную нижнюю точку, да, давайте я выделю ее, допустим, не знаю, зеленым цветом, да, потенциальную нижнюю точку. Если мы хотя бы на один маленький пипс оказываемся ниже данной свечи, мы обязаны перенести верхнюю точку. То есть у нас происходит расширение структуры, и мы переносим нашу точку вот отсюда, вот сюда. Вот это правило переноса при пересвипе. На самом деле, когда у вас цена поднимается несколько раз вверх, да, вы можете постоянно делать пересвипы, ни разу здесь не сделать полнотелый пробой, да, то есть у вас будут постоянно тени, 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 то есть вы тенями все это пробиваете, нигде полнотелого пробоя нет, и потом спускаетесь вниз, вы обязаны найти потенциальную нижнюю точку. Она будет в том месте, где будет при полнотелом пробое нижняя реальная точка, да. То есть что это говорит? Что все, мы пытались построить новую структуру, но цена этого не сделала, улетела вниз. Соответственно, мы обязаны при пробое этой свечи отсюда перенести точку на самую-самую верхнюю свечу, да, на хай самой верхней свечи, и получается вот сюда. Как это будет выглядеть в нисходящем сценарии? В нисходящем сценарии у нас получается точно такая же история. Отсюда у нас два варианта развития событий. Либо мы поднимаемся вверх и, спускаясь вниз, делаем полнотелый пробой. Важно то, что мы должны сделать полнотелый пробой. Если мы сделали полнотелый пробой данной свечи, да, то есть здесь мы пересвипывали, дальше мы лесенкой спускаемся до нашей следующей свечи и получаем полнотелый буст. Мы обязаны найти первый правильный откат. Когда мы находим первый правильный откат, мы задаем себе вопрос, является ли наш IDM нашей верхней точкой. В каком диапазоне мы будем искать верхнюю точку от свечи, которую мы пробили полнотело, до той свечи, которая ее пробила полнотело. Вот эта зеленая свеча ее пробила полнотело. В этом диапазоне мы будем искать верхнюю точку. Верхняя точка у нас вот здесь. Соответственно, если у нас есть IDM и он не равняется верхней точке, мы обязаны поставить сюда данную точку. Но для переноса нам нужен другой сценарий, более редкий, но он есть. Если мы делали пересвип нашего босса, поднимаемся вверх, и мы с вами помним, чем является вот этот вот хай, а он у нас является потенциальной верхней точкой до того момента, пока она не стала реальной, да? А стать реальной она может быть в том сценарии, который мы показали первый. И как только мы хотя бы на один маленький пипс поднимаемся выше, наша с вами задача при пересвипе данного движения просто взять и перенести точку отсюда вот сюда. Точно такая же история, если вы несколько раз дальше пересвипывали непосредственно предыдущие свечи и отсюда пошли забираться выше, вы обязаны перенести нижнюю точку не сюда, а на самый-самый лой. Нижняя точка переносится в данном случае один раз. Есть еще дополнение. Если вы вот здесь наделали пересвипов, перенесли нижнюю точку после того, как цена улетела вверх, да, то есть мы с вами получаем вот такой сценарий, цена двигается сюда и потом возвращается обратно. Цена возвращается обратно, снова делает пересвип, то есть цена в данном случае не сделала полнотелый пробой, она просто сделала пересвип, и отсюда счастливая, довольная должна вернуться обратно. Вопрос для вас, где будет наша потенциальная верхняя точка? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, вам нужно вернуться обратно. Вам нужно подумать, что будет, если вы сделаете в данном случае полнотелый пробой, и в какое место вы поставите верхнюю точку. Для этого нам снова нужно взять нашу свечу, которую мы пробиваем полнотело, и ту свечу, которая пробьет ее полнотело. Потенциально у нас это будет вот это вот место. Сейчас нарисую. Вот здесь, да, потенциально это будет вот эта вот свеча, например. Отсюда мы должны будем найти правильный откат, мы его найдем вот здесь, и вот сюда, соответственно, в этом диапазоне самая верхняя точка будет у нас находиться вот здесь. Вот сюда мы поставим верхнюю точку. Но это при вот этом сценарии. Если же у нас с вами полнотелого пробоя нет, и цена возвращается обратно и снимает вот эту линию, когда мы рисуем потенциальные точки, мы их держим в голове. Ну, точнее, мы их не рисуем, мы просто их держим в голове, да? Для нас это уровень, для нас это линия. И когда мы забираем вот эту линию, мы обязаны будем снова перенести точку вот отсюда, вот сюда. И делать это можем постоянно, пока не заберем наш либо чёч, то есть тогда уже в любом случае мы поставим точку,
либо пока мы не спустимся опять вниз и не сделаем полнотелый босс. Как это все выглядит на графике. И по традиции из выборки комментариев к данному видео я определю несколько человек, которых добавлю в закрытый канал по чужим стопам. Очень популярный среди вас канал, соответственно, не скупитесь на комментарии, не скупитесь на реакции, не скупитесь пересылать данное видео друзьям. У нас с вами есть восходящее движение, в котором мы получаем вот такую вот историю. Мы забрали IDM, мы обязаны поставить верхнюю точку. Нижняя точка где-то там у нас внизу. Дальше мы с вами делаем пересвип нашего босса. Пересвип в данном случае для нас это просто обновление локальной свечи. Супер, отлично. Но когда мы сделали пересвип, мы должны с вами определить тот уровень, на котором есть потенциальная нижняя точка. Для этого нам нужно подумать, куда мы в случае, если сделаем полнотелый босс, поставим нижнюю точку. Вопрос к вам. Через долю секунды я нарисую этот уровень. Потенциальная нижняя точка будет у нас на вот этой зеленой свече. Давайте я даже напишу. Потенциальная точка будет у нас называться вот этот уровень. То есть, чтобы вы понимали, я сюда не ставлю точку, это просто уровень, на котором находится тот диапазон, на котором я должен принимать какие-то решения. Да? То есть в данном случае, если цена не закроется полнотело над моим боссом, я должен буду принять решение и при пересечении данного уровня принимать какие-то действия. В данном случае мы делаем пересвип, следующая свеча делает пересвип предыдущей свечи и спускается вниз. И как только цена спускается вниз и хотя бы на один маленький пипс оказывается ниже вот этого уровня, я обязан вот отсюда, вот с этого уровня, перенести свою верхнюю точку вот сюда. Да? То есть я переношу только на самый верх и только тогда, когда хотя бы на один маленький пипс пробиваю потенциальную точку. То же самое будет и в нисходящем тренде. Точка находится здесь, мы делаем пересвип, второй, цена возвращается обратно и пробивает хотя бы на один пипс уровень потенциальной нашей точки. Соответственно, мы обязаны перенести точку отсюда вот сюда. Давайте найдем еще несколько примеров такого же движения. Например, с вами рассмотрим вот эту ситуацию. Есть у нас верхняя точка, мы с вами должны получить босс. Но в данном случае мы с вами босс не получаем. В данном случае у нас есть пересвип. Если у нас есть пересвип, мы с вами должны попытаться найти потенциальный уровень нижней точки. Вопрос, где будет у нас потенциальная нижняя точка? Потенциальная точка у нас будет находиться вот здесь. И только тогда, когда мы ее пробьем, мы с вами сможем отсюда перенести точку сюда. Дальше мы видим, что цена не делает полнотелый пробой и спускается вниз. Она хотя бы на один пипс пробивает данный уровень. Соответственно, для нас это означает, что мы должны отсюда точку перенести сюда. В какой момент мы это сделаем? Мы это сделаем в тот момент, когда у нас цена вот здесь вот окажется хотя бы на один пипс ниже. Именно сейчас мы обязаны точку отсюда перенести сюда. Но, допустим, у нас с вами будет разновидность данной ситуации. Допустим, у нас с вами будет, когда мы поднимались выше, вот эта свеча сделает пересвип сверху. Да? Соответственно, если следующая свеча обновила предыдущую, то есть вот эта свеча обновила вот эту, мы с вами снова должны задать себе вопрос, а где будет находиться потенциальная нижняя точка? Для этого вспоминаем, если я отсюда пойду вверх, сделаю полнотелый пробой, куда я поставлю нижнюю точку? Я ее поставлю в диапазоне от этой зеленой свечи до полнотелого пробоя на самое нижнее место. И смотрите, потенциальная точка никуда не ушла. Что это меняет? Что меняет этот пересвип? Когда мы вот здесь пробиваемся снизу, я обязан буду перенести точку не вот отсюда сюда, да, как было первый раз, а вот отсюда вот сюда, в самое верхнее место, которое у меня есть на графике. Вот это вот правило переноса точки при пересвипе. Вот такие вот несложные правила переноса точек, но для того, чтобы их понять, вам необходимо обязательно огромное количество практики. Где ее взять? В наших онлайн-разборах, разборах структуры. Обязательно приходите, смотрите. А на этом у меня все. Спасибо, пока.